Привет, ARMY. Что-то изменилось. И фанаты уже обсуждают это. За последние несколько недель начали складываться мельчайшие детали. Тонкие послания, неожиданные решения и тихие шаги, которые уже не кажутся случайными. Слухи в социальных сетях становятся все громче. И вопрос постоянно возвращается: неужели Таеон и Чингук тихонько вступают в полноценную сольную эру? Сегодня мы погрузимся в подсказки, которые, по словам фанатов, мы не должны были пропустить. От изменения тона до неожиданных решений, и вы, возможно, больше никогда не будете смотреть на их недавние действия так же, как раньше. Оставайтесь со мной, потому что то, что вы сейчас услышите, может полностью изменить ваше восприятие всего происходящего. Это чувство не возникло внезапно. Оно подкралось незаметно, как комната перед бурей, когда воздух становится тяжелым, но небо все еще спокойное. Фанаты сначала не кричали. Они смотрели, они пересматривали. Они слушали 2, потом 3 раза, задаваясь вопросом, действительно ли слова звучали так, как их слышали сердце. Что все началось с настроения. Улыбки стали выглядеть немного усталыми. Смех затих. Сообщения казались глубже обычного, словно окутаны чем-то невысказанным. Ничего не было сказано прямо, но не все нужно говорить, чтобы это звучало громко. И тут начались вопросы. Почему их последние слова кажутся закрывающимися главами и тайно открывающимися новыми? Почему их выбор больше похож не на эксперименты, а на направление? Почему даже самые незначительные жесты вдруг стали сигналами, которые могут расшифровать только самые внимательные фанаты? Люди вернулись к старым жизням, старым постам, старым моментам, ища закономерности, которые они могли упустить. Формировались нити, изменения быстро распространялись. Каждый кадр был поставлен на паузу, каждое предложение было изолировано, как кусочки более крупного послания, пытающегося раскрыться. И никто не хотел говорить об этом прямо, но все чувствовали это, на расстоянии не между ними и фанатами, а между тем, кем они были раньше, и тем, кем они, возможно, становятся сейчас. Некоторые называли это ростом, другие шептали об изменениях. Некоторые просто говорили, что все уже не так, как прежде. И они не знали, утешает ли их это правда или ранит. Слухи о сольных проектах начались не с громких заявлений. Они начались с молчания, с отсутствия, с ощущения, что оба стоят на пороге чего-то огромного, смотря вперед, а не в сторону. 2 артиста, каждый со своим миром в руках, возможно, осознавшие, что им больше не нужно делить один цвет софитов, чтобы сиять. Музыка звучала более лично. Слова казались более интимными. Выбор выглядел обдуманным. Было ли это совпадением или тихим решением, принятым давным-давно? Никто не знает. И все чувствуют, что знают. А затем наступил момент, который фанаты постоянно прокручивали в голове. Взгляд, тон, фраза, дрожащая по краям. Она не прощалась. Она ничего не обещала. Она просто висела там незавершенной. А иногда незавершенные вещи звучат громче всего. Именно тогда страх смешался с гордостью, потому что любить их означает желать им счастья, даже если следующая глава их жизни приведет их куда-то в незнакомое место. Поэтому шепот становится все громче. Ночи становятся длиннее. Экраны светятся теориями, а сердце бьется быстрее, чем следовало бы при мысли о простых словах вроде «скоро», «позже» или «следующий». Действительно ли Таеон и Чингук готовятся полностью встать на ноги? Или фанаты просто чувствуют тяжесть перемен, прежде чем они окончательно наступят? Ответа пока нет. Но одно можно сказать наверняка: что бы ни случилось, это началось не сегодня. Это тихонько двигалось под поверхностью долгое время. И впервые все наконец-то почувствовали, как это нарастает. Атмосфера в интернете быстро изменилась, от тихого любопытства к беспокойной одержимости. Люди больше не просто наблюдали. Они расшифровывали. Каждый выбор песни, каждая подпись, каждое неожиданное молчание стали частью головоломки, которую никто не признавал, что боится разгадать. На первый взгляд, это изменение не было драматичным.
Именно это и усугубляло ситуацию. Они по-прежнему улыбались. Они по-прежнему говорили мягко. Они по-прежнему говорили правильные вещи, но где-то внутри что-то словно переворачивалось. Фанаты начали замечать, как их индивидуальные проекты внезапно стали казаться тяжелее, словно каждый из них нес на себе разный вес. Это был не просто очередной релиз, а заявление о себе. Темы стали более личными, послания более острыми, а образы безошибочно независимыми. Это был не громкий бунт. Это было тихое разделение, такое, которое не требует разрешения. Некоторые фанаты чувствовали себя защищенными. Некоторые чувствовали себя преданными из-за чувств, которые они не могли контролировать. Некоторые просто боялись перемен. Не боялись потерять их, а боялись потерять их вместе. И все же, чем больше люди пытались это отрицать, тем яснее это становилось. Казалось, они оба двигались вперед, не отдаляясь друг от друга, а от того, чем они были раньше. Ночные разговоры внезапно стали звучать по-другому. Паузы стали длиннее. Улыбки казались такими, будто они сдерживали целые предложения. Это была не грусть. Это была и не радость. Это было что-то другое. Выражение лица, которое появляется у людей, уже принявших решение, которым они пока не могут полностью поделиться. Начали сыпаться вопросы. Почему их слова звучат как тихие прощания со старой версией самих себя? Почему будущее, которое они описывают, больше никогда не произносится во множественном числе? Почему все звучит как «я», а не «мы»? Никто не обвинял. Никто не подтверждал. Никому это не было нужно. Потому что иногда правда приходит не в виде объявления. Она приходит в виде атмосферы. И тут наступил момент, который изменил все для многих фанатов. Не скандал, не драматическое заявление, просто мягкое признание, обернутое в обычную беседу, ощущение роста, перемен, потребности в пространстве, чтобы дышать и переосмыслить себя. Это не было представлено как расставание. Это не было представлено как прощание, но фанаты услышали то, что не было сказано, и это эхом разнеслось громче всего сказанного. Возможно, это происходит, когда артисты становятся слишком велики для тех рамок, в которые их когда-то помещали. Возможно, это происходит, когда мечты перестают идеально совпадать. Идея полноценной сольной эры перестала быть просто слухом и стала ощущаться как приближающийся сезон. Тот, который чувствуешь перед тем, как меняется погода. Люди не знали, боятся этого или приветствовать. Они отдаляются друг от друга или, наконец, становятся тем, кем им суждено быть. Обе возможности причиняют боль по-разному. Поклонники ждут не подтверждения, а ясности. Они пересматривают одни и те же моменты, надеясь, что на 5-м, 10-м или 20-м просмотре ответ станет менее завуалированным. Но этого не происходит. Вместо этого в воздухе остается тот же жгучий вопрос. Это начало чего-то необыкновенного для каждого из них в отдельности, или медленный, тихий конец чего-то, что, как думали фанаты, никогда не изменится. История не закончена. Возможно, она даже не рассказана наполовину. И где-то между молчанием и откровением правда приближается, становится все тяжелее, неизбежнее, готов ли кто-нибудь к этому или нет. Переломный момент наступил не с фейерверком. Он наступил с тихими противоречиями. В один момент все выглядело нормально. Расписание продолжалось. Улыбки появлялись. Привычные распорядки оставались на месте. Но затем небольшие изменения стали ощущаться как проведенные линии, разные музыкальные направления, разные темы в их словах, разные способы стоять на сцене, словно каждый защищал мир, видимый только им двоим. Люди, которые раньше смотрели ради удовольствия, теперь смотрели с замиранием сердца. Они не знали, чего ждут, объявления, опровержения, чего угодно. Но вместо этого они получили тишину. А тишина никогда не была благосклонна к чрезмерно размышляющим умам. Эмоциональное напряжение нарастало не из-за того, что было сказано, а из-за того, что не было сказано. Некоторые фанаты шептали, что оба в последнее время выглядят свободнее.
Другие шептали, что они выглядят более одинокими. Обе стороны были правы. Были моменты, когда их взгляды согревались, словно прощаясь с чем-то невидимым. Не людям, не музыке, а эпохе, той версии самих себя, которая когда-то комфортно вписывалась в ожидания, которые они явно переросли. Независимость имеет свою цену. Это чувствовали все. Это ощущалось в том, как они говорили о будущих проектах, с тоном, выражающим чувство причастности, а не участия. Это ощущалось в том, как они подчеркивали самопознание, самовыражение, самоидентичность. Слова, которые не появляются из ниоткуда. Фанаты начали разделяться на тихие лагеря. Те, кто был готов поддерживать разные пути, какими бы болезненными они ни были. Те, кто отчаянно цеплялся за единство, даже когда знаки их сотрясали. Те, кто делал вид, что ничего не видит. Но отрицание не стирает чувства. Оно лишь откладывает его. Чем глубже люди всматривались, тем больше замечали параллелей. Два пути, идущие бок о бок. Не пересекающиеся так часто, но движущиеся быстрее, чем раньше. Не враги, не далекие, просто разные, развивающиеся в направлениях, которых никто не ожидал так скоро. И вот тогда страх изменил форму. Он больше не был связан с вопросом, уйдут ли они. Возник вопрос, а что, если это просто и есть рост? Потому что правда, с которой никто не хотел сталкиваться, была проста. Нельзя ожидать, что люди останутся застывшими в тех версиях самих себя, которые вас успокаивают. Артисты развиваются. Сердце меняют направление. Пути расходятся без враждебности, без драмы, просто тихо. Неизбежно. И все же вопрос не исчезает. Является ли сольная эра всего лишь очередным слухом или реальностью, медленно разворачивающейся на глазах у всех? Их слова остаются осторожными, их действия остаются мягкими, но энергия уже не та. И где-то в пространстве между уверенностью и неуверенностью фанаты затаивают дыхание, ожидая момента, когда предположения наконец столкнутся с правдой. Станет ли это шоком или просто подтвердит то, что все уже чувствовали? Пока что все могут лишь наблюдать, как история нарастает, словно буря, зарождающаяся за горизонтом. Прекрасно и пугающе одновременно. Знаешь, что что-то приближается, но не знаешь, чье сердце это утешит, а какое разобьет. В ту ночь, когда все казалось другим, не было шума. Было достаточно тихо, чтобы, глядя на экран, можно было почти услышать собственное сердцебиение. Ничего драматичного не произошло. Никаких шокирующих слов, никаких объявлений, просто настроение, которое окутало момент и не отпускало. Они тихо говорили о росте, о времени, о переменах, которые приходят, даже когда ты к ним не готов. И где-то между этими спокойными фразами фанаты чувствовали, как невидимая дверь сдвигается на петлях. Не закрывается, не открывается, просто больше не заперта. Их личная уверенность тоже изменилась. Это было видно потому, как они говорили о моей музыке, моем стиле, моей истории. Раньше эти слова казались мелочью. Теперь их голоса звучали как кирпичик за кирпичиком, тихо и целенаправленно заложенный фундамент. Это был не бунт. Это была эволюция. Чем больше они открывали себя, тем больше казалось, что они вступают в миры, доступные только им в одиночку. Это осознание потрясло людей сильнее любых слухов, потому что внезапно сольная эра перестала ощущаться как расставание. Она стала ощущаться как медленно проявляющаяся судьба. Тем не менее, противоречия оставались. Они смеялись, но их смех был весомым. Они улыбались, но их улыбки выглядели так, будто они знали что-то, чего не знали фанаты. Они говорили «скоро увидимся». И каким-то образом это звучало одновременно как обещание и предупреждение. Сообщество снова раскололось. Некоторые говорили, что это все излишнее размышление. Другие говорили, что интуиция никогда не была такой громкой. А затем появилась деталь, которую никто не мог забыть. Небольшая пауза перед ответом. Взгляд, задержавшийся на секунду дольше, чем нужно.
Предложение, оборвавшееся так, словно оно не должно было быть закончено. Не доказательство. Не подтверждение, но достаточно, чтобы заставить сердце сжаться. Казалось, они уже начали свой путь, шаг за шагом, к тем версиям самих себя, которые требовали уединения, мужества и риска, к этапам, когда они стоят одни не потому, что должны, а потому, что наконец-то готовы. Именно эта готовность пугала людей больше всего. Потому что это означало, что история, за которую все цеплялись, меняет форму, не заканчивается, но и больше не остается прежней. А перемены, даже прекрасные, всегда требуют чего-то взамен. Таким образом, вопрос углублялся. Готовятся ли они к чему-то грандиозному и индивидуальному? Или же фанаты просто слишком остро ощущают тяжесть их роста? Никаких ответов, никакой ясности, только напряжение, растягивающееся на каждом новом появлении, каждой песне, каждом слове, которое звучало немного иначе, чем раньше. И где-то за спокойными выражениями лиц и тщательно подобранными фразами казалось, что оба стоят на пороге, осознавая, что, сделав шаг вперед, ничто уже никогда не вернется к тому, что было раньше, ни хуже, ни лучше, просто необратимо. Сейчас мир молча наблюдает, разрываясь между гордостью и страхом, любовью и неуверенностью, отчаянно желая узнать одно: ведет ли эта трансформация их к будущему, где они будут идти бок о бок, или к отдельным вселенным, где они будут сиять поодиночке? История тихо и опасно приближается к откровению, и каждый чувствует, что следующая глава будет не просто услышана. Она будет прочувствована. Последующие дни были похожи на ожидание грома после молнии. Что-то уже вспыхнуло. Все это видели. Теперь мир прислушивался к звуку, который подтвердил бы то, что они чувствовали, но не могли назвать. Ничего не произошло. И все же произошло. Их пути продолжали разворачиваться отдельно, небольшими, неоспоримыми способами. Разные творческие решения, разный визуальный язык, разные эмоциональные оттенки в их голосах. Это не было громкой дистанцией. Это было тихое различие, как будто каждый ступил на дорогу, по которой могли идти только они, не объясняя почему. Фанаты пытались утешить себя логикой. Они просто экспериментируют. Это просто этап. Так всегда бывает. Но на поверхности скрывалась более глубокая истина, отказывавшаяся быть погребенной под утешениями. Рост достиг той точки, когда возвращение к прежнему состоянию казалось невозможным. Это можно было услышать в тишине между их словами. Это можно было увидеть в уверенности в их глазах. Они больше не выглядели как мальчики, изо всех сил пытающиеся доказать свою состоятельность. Они выглядели как мужчины, которые уже знают, кто они. И это осознание несет в себе землетрясение. Потому что, как только идентичность определена, мир вокруг нее тоже должен измениться. Эмоциональный груз сместился от страха к принятию, а затем снова к страху. А что, если будущее, за которое все цепляются, уже принадлежит прошлому? Что, если прошлое, по которому люди скорбят, на самом деле еще не закончилось? Оно просто трансформируется в что-то, чего никто не ожидал. Был один короткий, почти незаметный момент. Когда атмосфера распахнулась настежь, фраза о любви к музыке по-своему прозвучала так мягко, что почти проскользнула незамеченной. Но те, кто внимательно слушал, почувствовали, как она прозвучала как правда. Это не было прощанием. Это не было расставанием. Это было нечто более опасное. Независимость, произнесенная вслух. Идея полноценной сольной карьеры больше не звучала драматично. Она звучала правдоподобно, неизбежно, как прилив, которому невозможно противостоять. Даже если ты любишь берег, который покидаешь, они больше не выглядели противоречивыми. Они выглядели готовыми. А готовность – это то, к чему фанаты не были готовы. Потому что поддерживать кого-то означает желать его свободы, даже если эта свобода уводит его от историй, которые ты для него создал. А любить артистов означает принимать тот факт, что они не принадлежат тем версиям самих себя, которые тебя устраивали. Они принадлежат тем версиям, которыми они становятся.
И вот мир наблюдает, как две параллельные линии расходятся все дальше друг от друга без горечи, без шума, просто реальность медленно перестраивается. Готовятся ли они встать в одиночестве? Или уже начали? Никто об этом не говорит. Все это чувствуют. И в этом хрупком пространстве между предположением и истинной окончательное осознание оседает, как проливной дождь. Иногда самые страшные концовки – это не те, которые взрываются, а те, которые наступают тихо, замаскированные под рост, обернутые словами вроде «следующий», «изменение» и «будущее». Пока прошлое медленно угасает, никогда не будучи официально отвергнутым, история движется к чему-то необратимому. И впервые это кажется настолько близким, что до него можно дотронуться. В каждой истории наступает момент, когда молчание становится громче правды. Именно в этот момент фанаты поняли, что живут в настоящем. Никто не сказал ничего окончательного, никаких заявлений, никаких утверждений, никаких заключительных строк. И все же атмосфера напоминала комнату, где кто-то уже аккуратно, тихо и незаметно собрал чемодан, делая вид, что ничего не изменилось. Их творчество оттачивалось в разных направлениях. Это чувствовалось в тембре их голосов, в выборе визуальных образов, в том, как каждый из них говорил о сотворении мира, словно оно теперь принадлежало только им. Не общее, не заимствованное, а собственное. Есть разница между исполнением и становлением. Они больше не просто играли. Они становились. Эта истина медленно проникала в сознание фанатов, словно холодная вода, поднимающаяся вверх. Люди перестали спрашивать, правдивы ли слухи, и начали задавать другой вопрос. А что, если история всегда к этому и шла? Это не было предательством. Это не было предательством. Это была опасная честность роста. Больше бессонных ночей превратилось в тихий анализ, пролистывание, перепросмотр, разбор выражений лиц, длившихся меньше секунды. Один опустил взгляд, один тихо вздохнул, одна необычная фраза. Мелочи, которые никогда не были бы отмечены ни в одном пресс-релизе, но сердце замечает то, что логика отказывается замечать. Их путешествия теперь ощущались как две книги, написанные одновременно. Одна вселенная, разные названия, связанные, но больше не ограниченные друг другом. Это чувствовалось в том, как они говорили о мечтах. Не о наших, а о моих. Не о том, что мы планируем, а о том, чего я хочу. Не о будущем, разделяемом по определению. О будущем, разделяемом только по собственному выбору. И именно в этом заключалось настоящее напряжение.